Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Bon Lion, или Bon Leon. Не знаю, как лучше, но я в предыдущие разы его так называл, поэтому он будет либо у меня Bon Lion, либо Bon Leon. Bon Leon мне даже намного больше нравится, потому что он это Bon Leon. В общем, хочу напомнить сразу. Если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с конкретной ссылкой на запись в моем телеграм-канале. Поэтому переходим по ней, подписываемся на телеграм, не забываем. И, соответственно, соблюдаем все условия. Только, ребят, сразу хочу сказать, обязательно проверяйте ваши записи. Обязательно. Потому что многие мне скидывают записи, некачественные записи. Поэтому, если хотите, чтобы я их комментировал, сделайте запись качественную. Все, спасибо, работаем с вами. Работаем с вами. Ребят, сегодня, если что, было в 12 часов, ну, не 12 часов, там чуть больше, вырезка со стрима, потому что у меня были планы запустить сегодня стрим, но, к сожалению, у меня появились другие планы, которые я не могу перенести, поэтому сегодня без стрима. Но стрим будет в воскресенье, поэтому всех жду, обнял, приподнял. Вот. Завтра ролики будут, как обычно, в 12 и в 6 часов вечера. Кстати, об этом мало кто знает, но у меня на канале выходит по 2 ролика в день. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Поэтому смотрим, наслаждаемся, комментируем. Я все-таки стараюсь. Ребят, не забываем за лайки. Не забываем. А кто не подписан, то подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Медальончик ему упал со старта, конечно. И 2 луны у него есть. Надеюсь, ему повезет, и ему сейчас луна в 2 звезды придет. Потому что обычно, когда мне вот так вот луны падают, то мне она не приходит в 2 звезды рано. Ну, у него, в принципе, так. Ну, окей. Ладно, короче, будем погружаться в эту каточку. Посмотрим, что здесь будет происходить интересного. Маска 2-го тира, это хорошо. Это отлично, я бы даже так сказал. Так, медальончик сюда. Ну, скажу так. Стол у него со старта не сильный, но, в принципе, спасибо, что хотя бы такое, а не слабее. Ага, уровень взял. Уровень взял, чтобы поставить тролля Хикса. Окей. Интересно, что же здесь будет такой за билд? Знаете, все время хочу поиграть с вами игру, что будет здесь за билд, но я прекрасно понимаю о том, что превьюшка все спалит. Превьюшка все спалит. Давайте какой-нибудь байт на комментарии. Ай, ладно, у меня нет даже идей для того, чтобы... Ух ты, нормалек. А хороший ему такой стол пришел сейчас. Смотрите, есть 2 орка. Ага, ну, конечно, Гримтач прикольно под Хекс, но я бы на самом деле лучше бы поставил 2 орков, потому что это плюс стенка, это плюс 150 хп, а плюс 150 хп лишними не будут, как по мне. Но он решает так сделать. Ну, как говорится, хозяин-барин. Хозяин-барин. Пусть решает сам. Так. Давайте я попытаюсь свои экстрасенсорные способности включить. Тут будет. А, блин, вот если посмотреть на такие легендарки, то на самом деле можно и не понять, что здесь будет. По реликвиям здесь прикольно, на самом деле. Здесь есть награда за гоблинов, жезл Киры, есть кабанчики, есть даже Мамора. Блин, на самом деле у меня даже сейчас пока что как таковых идей нету, что здесь будет. В принципе, если ему так хорошо будет луна идти и дальше, то он может сделать луну тройку раннюю через волшебников и, соответственно, через троллей поиграть. Но это если ему будет хорошо идти. А я смотрю, ему луна хорошо идет. Я бы даже сказал, отлично. Касса Скола, кстати, здесь есть. Есть хаотичный договор. Не менее важно то, что реально у него есть хаотичный договор. Хаотичный договор, это, кстати, имба. Если он на 10-м раунде уже будет иметь хороший винстрик, то с хаотичным договором это, в принципе, шикарно будет. Это плюс кучу денег, это плюс шмотки. Это прям то, что доктор прописал. Так, тролля Хекс убрал. Тролля Хекс поставил. Либо не смог определиться, либо это был такой план капкан, чтобы повысить себе шанс на выпадение тролля шамана. Интересно. Я думаю, в комментариях он отпишет, что это был за мув такой. То ли не смог определиться, то ли все-таки это была какая-то... не знаю. Я даже не знаю, как это назвать, короче, что это было. Танцы с бубнами это было. Ну, 2 бадончика поставил, это хорошо. Отлично.
Что же здесь будет интересно? Тут просто, понимаете, легендарки классные. И реликвии классные. И можно сыграть на темпе. Немного обрезал этот ролик, потому что его выкинуло в моменте. И выкинуло его довольно-таки надолго. Там целый раунд без него прошел. И даже больше. Подожди, на 7-м раунде его выкинуло. Ну, короче, его надолго выкинуло, поэтому я сделал обрезку, чтобы не смотреть на черный экран, грубо говоря. Вот, 5 винстрик у него есть. На самом деле, если мы сейчас приходит на 10-м раунде реликвия хаотичный договор, это будет имба. И я вижу, он хочет сыграть через билд волшебники плюс тролли и луна. Ну что могу сказать? На самом деле это прикольно. На самом деле это прикольно. Это довольно-таки необычно, это интересно. Столы там, кстати, у противников тоже довольно-таки сильные, серьезные. Если не проиграет винстрики на 10-м раунде, получит хаотичный договор, это будет имбулька. Самое главное, чтобы он получил этот хаотичный договор. А то сейчас он как бы может и не проиграть раунд, но хаотичный договор может и не получить. Ай-яй, походу... Ой, он проиграет раунд, походу. Давай, 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 молодец. Фу, не проиграл раунд. А я уже заранее начал его хоронить. Боже, как ему хорошо луна идет. Обалдеть. Я просто в который раз убеждаюсь в том, что насколько хорошо чувакам идет иногда. Вот это скилл. Вот, ребят, это скилл в собственном соку. Если мы сейчас ранее луна придет без, скажем так, без танцев с бубном, это будет прикольно. Просто почему я это говорю? Смотрите, у меня была каточка, где я решил тоже поиграть через Зазлкиры, сделать, короче, себе интересный билд, все такое. И чтобы вы понимали, луна в 3 звезды у меня была только на 27-м раунде, несмотря на то, что у меня был жезл Киры. И я максимально обузил себе однозвездочную фигуру. Это такой бред. Кстати, шахматная доска у него прикольная, видите? Она, во-первых, меняет цвета, во-вторых, у нее меняется эффект. Видите, там рыбки под водой плавают. Прикольно. Очень прикольно. Мне нравится его шахматная доска. Так, Бонлайн. Напиши в комментариях, где ты взял такую доску. Давай. Хаотичный договор. Только не скажи, хаотичный договор! Имба! Хаотичный... Естественно, красавчик. Мне на мгновение показалось, что ему там луна пришла. Но нет. Я так понимаю, сейчас он выйдет в 50 плюс монет, будет искать себе луну в 3 звезды, а потом уже будет пересобираться. Ага. Но я на его месте все-таки поставил бы какую-никакую, но стенку получше. Потому что стенка сейчас у него откровенного Г. Но я бы на самом деле взял бы клинок эрозии, который дает минус 6 брони. Это неплохо. Да очень даже неплохо. Ну, ладно. Хозяин-барин. Напоминаю, хозяин-барин, поэтому сам решаю, что ему брать. Не, ну Луна в 3 звезды со старта это очень сильно. А так как ему Луна и так хорошо приходила, ну, это вообще шикардос. Яйцо. Оу май. Обидно, что там чуваку, конечно, винстрик порвали. Обидненько. Но я бы вместо него, ну, вместо Гримтача все-таки бы поставил еще одного Абадона. Все-таки стенка намного лучше. Ну, как по мне. Сейчас, короче, будет рофл, если ему больше Луна нормально не придет. Вот как ему пришло. 2 луны в 2 звезды. Вот и все. Вот так и останемся. У чувака Энигма. Прикиньте. Чувак так рано нашел себе Энигму. Обалдеть. Так мало ли того, что он нашел там себе Энигму, так у него еще и способность от охотника тени. Нормально ему так. Нормально ему так пандочка принесла подарочек. Чисто подарочек на день рождения. Хорош. Сразу видно, на скиллухе замутил. Skill detected. Так, опа. Инча есть. Ему не приходит один. Один единственный. Ему один единственный волшебник надо был. Ему сейчас нужна морская волшебница. И он себе сделает фуловых троллей. Абадона, конечно, не знаю. Ну, как бы апнул, в принципе, пойдет. Промежуточная фигура, которая даст ему много. Почему нет?
Все-таки она будет намного плотнее у него, намного, соответственно, дамажнее. Почему нет? Еще, боже, как ему Абадоны идут. Но я не думаю, что он больше Абадона будет брать. Так, тренд, отлично. Плюс сюда монеточка, абузит инчу, хорош. За это тупо лайк ставлю. Инчу абузить надо, тренда покупать. О! Там фура, кстати. Можно разочек рольнуть. Или купить просто фуру. Но у него сейчас довольно-таки сильный стол. Я бы на его месте все-таки гримтачи поменял бы и поставил бы тролляха шамана. Все-таки тролль шаман — это тролль шаман, который еще и хекс накинет. Особенно, когда он у тебя в 2 звезды. Как по мне, двузвездочная фигура намного лучше, чем однозвездочная. Плюс это баф троллей, плюс скорость атаки. Ну, короче, это вкусно. Это вкусный баф. Все, по-моему, луны больше не будет. Яйцо. Показалось, что ему только что луна пришла. Ну все, это, по-моему, закон подлости. 2 яйца есть, и все. И на этом мы закончили. Так купи фуру, пусть будет. Не хочешь фуру покупать? Ну и ладно. Не хочешь, так не хочешь. Не купил. Это миндальная связь, ребят. Ребята, это миндальная связь, короче. В самом деле, так неоправданно нерфанули этого гримтача. Ну, это просто бред. На 3-м уровне теперь 4 таргета всего лишь задевают. Это такой бред. Раньше был нормальный гримтач. Короче. Как говорится, нерфит все, но не то, что надо. Прикольный стиль у него все-таки. Шахматы доски очень прикольные. Мне нравится. Мне вообще нравятся вот эти шахматные доски, которые меняют свой визуальный эффект в зависимости от винстрика, лутстрика, от мобов и тому подобное. Очень прикольные такие шахматные доски. Побольше бы таких шахматных досок. Давай, молнии. Ну, маска это круто, но молнии, как по мне, надо было бы... Ну, было бы поприятнее, если бы молнии упали. Ага. Вот как он решил. Решил сделать себя поплотнее. Ну, в принципе, почему нет? Если там есть магия, то почему нет? Но он не смотрит, есть там магия или нету. Леончик, да. Леончик нам надо. Луны тупо нету. Я думал на мгновение, что сейчас он выйдет в это. Ух! Потерять Леона так рано, это было бы грубо. Он бы тогда фул волшебников лишился бы, если потерял бы Леона. Ну, кстати, он может немножко в уровень выйти. Ай-яй-яй, больно. Больно! Давай, добивай! Ру. Он хоть бы все равно вот этот винстрик бы не потерял, но все же. Я что говорю, он может немножко все-таки взять уровня. Ему в любом случае понадобится уровень. Хочет он того или нет. Хорошо ему тролли идут, это звездочные, только ему надо луна. Так, отлично, трехзвездочная луна есть на месте. Так, все, ему теперь нужен уровень. На 6-м уровне он поставит себе фуловых троллей через волшебников. Сейчас у него сильная луна. Ну, конечно, предмет от 1-го тира цепочку я бы поменял. Типа это прикольный предмет, но не всегда. Ему понадобится еще гримтач в 3 звезды. Тогда будет шикарно. Там Джаггер с вечной круткой сейчас рассказывает, что почем. Вот как-то так. Раскрутил Джаггер. Но это до поры до времени. Он сейчас начнет улучшать себе уровень, поставить себе фулл волшебников и будет комфортно. Очень комфортно. Да бери уровень уже. Ну, типа. Да, можно как бы и так остаться в луст. А, все. Все. Завалил рот, как говорится. А бадончика можно продать.
Интересно, что он сейчас будет делать дальше. Он будет дальше улучшать свои фигуры в 3 звезды, либо же он пойдет в уровень. Вот в чем вопрос. Палка. Палка-выручалка. Сейчас он им подковырнет где надо этой палочкой. И кому надо. Не, ну Луна в 3 звезды это прикольный герой. Мне нравится. Жалко, что эту Луну поднерфили. Жалко. Мне вот реально интересно, что он будет делать дальше? Он будет идти в уровень или все-таки... Ага, ролится. Ну, типа, так можно делать, на самом деле. Я бы даже сказал, нужно. Отчасти. Потому что, смотрите, когда вы будете играть вот через вот такой вот билд, как у него, то может произойти следующее. Вы будете очень мало урона наносить. А из-за того, что вы будете мало урона наносить по шахматисту, это будет не то пальто. Вот не то пальто и все. Это грустно, печально будет. Потому что, ну, вот обратите внимание сейчас, сколько будет урона наносить по вражескому шахматисту. Ой, хорошо, каски полетели. Не, ну минус 14, кстати, еще добротно. Я что-то думал, что меньше будет накидывать. О, Думчик. Думчик это, кстати, хорошо. Я не понимаю, он Абадона покупает для чего? Он хочет рыцаря себе сделать или что? Что-то как-то я туплю. Интересно. Знаете, вот такие вот моменты у тебя, ну, вот больше вопросов становится, нежели ответов. Там духи-чернокнижники, это сильно, но пока что слабовато. Если он там соберет 6 духов, вот это вот уже будет очень сильно. Хорошо, что вот этому Кути не упала еще Мамора. Вот прикиньте, ему на 10-м раунде упала бы Мамора, он бы себе Энигму закилил, а? Хотя на самом деле я в Энигму не особо верю. Типа Энигма это хороший герой, но не такой герой, который может прям решать все вопросы. Он не так много урона наносит, эта Энигма. Даже если ты соберешь... Я вот просто собирал Энигму в 3 звезды и скажу так, что... Ну, не всегда Энигма может порешать. Награду за гоблинов надо брать. Награда... А зачем двойных мобов? Как по мне, за награду за гоблинов он бы больше получил. Взгляд Азеса, кстати, предмет 3-го тира. Отличный предмет для Луны. Потому что каждая ее тычка будет массовая, и все, соответственно, будут замедляться в скорости атаки. Это сильно. Это сильное решение. Взгляд Азеса — это отличный предмет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот сейчас я, допустим, не понимаю, типа, ну, теперь продал. Короче, я же говорю, что когда ты вот так вот смотришь чьи-то игры, у тебя больше, зачастую у тебя больше вопросов становится, нежели ответов. Мгм. Я думаю, сейчас он найдет тролля шамана в 3 звезды, и дальше будет идти тупо в уровень и улучшать свою синергию. Но посмотрите, насколько жестко замедляет. Минус 18. Вкусненько. Там еще Рубик стырил способность Фуриона и сумонит пеньки. Хорош. Угу. Идет в уровень. Идет в уровень. Интересно. Сейчас, если у второго чувачка заберет винстрим, будет вообще шикардос. Я просто не понял, зачем реально взял двойных мобов. Как по мне, лучше взять награду за гоблинов, получить 80 плюс монет и кайфовать от жизни. Брать уровень и все такое. Кстати, вон там инсектоид уже появился. Короче, интересно. Сейчас же просто двойные мобы могут навалять движа на 25-м раунде. И будет ой, как больно. Манки Кинги тут всякие. Тут, я так понимаю, чел хочет сыграть на гоблинах плюс мехах. Ну вот это у него не получится. В самом деле, вот эту вот сборку так легко контрить. Просто собираешь себе 9 воинов и все.
И все. 9 воинов, и проблема решена. С такой вот луной. Я вот когда... Вот, допустим, когда я пытался записать луну, я пытался раза 3-4 записать луну, то против меня сразу собирали воинов. 9 штук. 9 штук воинов, и все. И моя луна сама себя зарезала. Это было жестко. Это не передать словами, насколько это было жестко. Короче, пинали меня как могли. Ой, пинали как могли. А там, кстати, вон 6 духов собралось. Чел на 8 уровне на скиллухе нашел себе еще и аппарата. Понимаю. Понимаю. Там два опасных челика. Один на инсектоидах, один и вот через 6 духов. 6 духов могут его разорвать. Если вот этот Кути еще найдет себе аппаратов 2 звезды, плюс найдет приятные шмотки, то он порвет эту луну. Самый простой билд это все-таки через 9 воинов порвать такую луну. Но вот есть как бы еще один билд, который может порвать такую луну. Это 6 духов. Ну, я так понимаю, никто его контрить не будет воинами. От слова совсем. Гадалки не ходи, 100% так оно и будет. Интересно. Интересно. Интересно развиваются события. Восьмой уровень взял. Я так понимаю, он хочет сделать себе полноценных троллей и уже добавлять себе какой-то другой билд. Ну, тут пока что инсектоиды слабоватые. Он их порвет. Особенно, когда такая луна разогналась уже. Да, отлично. Шикарно. Но ей в моменте, этой луне, может не хватать дамага. В моменте. Поэтому в моменте придется что-то с этим делать. Вот сейчас, кстати, посмотрим, насколько рейд ночных зверей реализуется. У него много контроля, но я думаю, что мобы его могут жестко порвать. Вот эти вот мобы, это не те мобы, на которых вот хочется вязать рейд ночных зверей. Только если, допустим, у тебя есть эльфы, тогда да, ты можешь спокойно вязать рейд ночных зверей. Но вот сейчас, кстати, мы и посмотрим. Вот просто без лишних слов. Плюс там, прикиньте, еще на 30-м раунде будут громозавры, которые, ну, на секундочку, очень быстро дамажат, и у них много урона с руки. Ой, хорошо, каски полетели. Подчернила Гримтача, отлично. Хорош. Забрал мобов. Я сначала не поверил, что сможет забрать мобов. Я просто не любитель вот таких вот рейдеричных зверей так рано. Драконий рог прикольная тема. Но... Мифриловый доспех тоже пойдет. Молнии, кстати, хорошая тема. Повысить урон. Посмотри, если там магии нету никакой, то ты, соответственно, можешь это вот плащ скипнуть. Либо же вообще найти предмет 5-го тира. Кстати, тоже хорошая идея будет. Лишние предметы сейчас сролить, и будет нормально. У тебя он есть как раз. Но на самом деле мифриловый доспех не всегда хочется сральнуть, потому что... А зачем предмет 4-го тира? Вот этого я не понял. А, ну если вот так вот с первого раза находить себе МКБ, тогда это оправдано. Против любых мясов это 100% оправданная тема. Если там жрецов нету, отдай медальон. Если там жрецов нету. Просто возьми себе чуть больше скорости атаки, чтобы ты намного быстрее разгонялся. Ну, в принципе, и так будет скорости атаки достаточно. Кстати, у тебя, если что, вон, можешь обузнуть инчу. Отлично, не забыл за это. Не забыл. Пошел дальше уровень. Я вот в такие вот моменты у меня реально больше вопросов, нежели ответов. Почему сейчас берет уровень, до этого ролился? Непонятно. Непонятно, но то, что он хочет выйти в фуловых троллей, это уже понятно. А вот сейчас он ролится. До этого берет уровень, а сейчас ролится. Как это понимать? А вот этого не взял. Почему-то.
Ну, грех не взять антимага в такой билд, да, грех не взять. Какая же некрасивая шахматная доска. Просто зрительный оргазм. Сейчас у него луна сильная. Ему бы шмотки, конечно, на урон. Но вот, серьезно, мифриловый доспех лучше не всегда ролить. Надо посмотреть сначала предметы противника. Вдруг там какой-то безруш есть, либо что-то еще. Ну тут, допустим, дух, кстати, опасный. А тут бог-орк. Ну, бог-орк он тут сейчас должен порвать в легкую. Надо вот с духом посмотреть, что будет. А, ну, судя по всему, и духа порвал в легкую, потому что окаменения не срабатывают. Да. Хорош. Там еще чел, красавчик, на духах поставил всех кучно. Молодец. Люблю таких вот людей, когда они ставят всех кучно. Вот обожаю. Нет, это предмет пятого тира ищи. Маску найдешь, будет круто. Молнии, криты найдешь, тоже круто будет. Криты даже будут намного лучше, потому что урона будет больше. Не, на антимага не грех поставить в такую вот билд. Он играет в основном сейчас на мужика через луну. Но если он в моменте перекинет себе антимага, то это будет, ну, такое. Не на мужика. Я люблю, когда чуваки играют на мужика, играют до конца через единственного вот керри. О, не, ну тут гритер такой. А, ну у него... А, не, у него 40 монет. Ну, сильный гритер тут. Ну, плевать как-то. Как плевать вообще? Луна порвала. Кстати, почти хекс третьего уровня. Сейчас, если ему придет, он еще трехзвездочного себе тролля шамана найдет. Это будет хорошо. Знаете, вот когда Гримтача понерфили, теперь нету такого вот лютого желания собрать его в 3 звезды. Вот нету и все. ЦМ-ка. Интересно. А почему ЦМ-ка? Кстати, предмет на ману он может дать троллю Хиксу, либо Вич-доктору. Чтобы они намного быстрее закатили свой контроль. А там вот Хекс-тролль, у него, если что, 8 секунд Хекс. 8 секунд Хекса. Это, ну, как бы, не маленькие циферки. Но, кстати, МКБ идеально подходит вот против инсектоида, который дает миссы. Благодаря своей паучихе. О, антимаг 3 звезды. Давай, 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 родненькая. Души инсектоида, души. Души инсектоида, все. В могилу отправляй его. Хорош. Кстати, цепочка третьего тира упала. Отлично. Ему нужен дамаг. Ему дамага не хватает. Нужен дамаг. Зачем ЦМ-ка? Пока не понял. Ну, я надеюсь, пойму. Но, скорее всего, он взял ЦМ-ку для того, чтобы у него быстрее мана регенилась. Быстрее мана регенилась на Вич-докторе, на вот это он все. Не, отдай в луну. Конечно, 15% скорости атаки это вкусно, но лучше в луну отдать. Бог-орк, конечно, сильный, но не настолько сильный, чтобы он тебя прям люто пробивал. Можно, в принципе, плащ второго тира оставить против этого бога-орка, но в остальном я бы попробовал, наверное, предмет пятого тира какой-либо найти, потому что ему нужен урон. Луна в моменте может... Луне в моменте может урона не хватать. Проблема Луны в том, что она вначале прям жесткая-жесткая, а вот уже в лейт-гейме уже не такая жесткая. Уже как-то жесткость ее ну, по чуть-чуть падает. Был бы у него, кстати, драконий рог, он мог бы попробовать в тролля Хекса закинуть драконий рог, и дай бог там мейн-кири противника сразу в Хекс отправлять. Тоже прикольная тема. Так, ну громозавров он тоже здесь разваливает. Хорош. Просто, ну, как-то, не знаю, мне кажется, награда за гоблинов бы больше дала, нежели
Рейд ночных зверей. Рейд ночных зверей очень много дает на 35-м раунде и на 40-м раунде. А так не очень. Ну, по приколу может Мамору взять, либо рольнуть предмет. Не знаю, там упадет ему что. Ну, коса, кстати, хорошая тема. Сейчас, если начала вынесет радикала вот этого, то он получит очень много. Надо предмет 5-го тира искать. Слишком много лишних предметов. Жрецов уже там не находишь. У-у-у. 3 предмета обалденных. Так как у него реген... Ну, в принципе, блин. Кираса обалденно смотрится. Но Кираса не будет работать на Гриттера. Но против всех остальных она будет работать, кроме Джаггера. Потому что Джаггер в своей крутилке будет не получать не будет получать минус броню. Бессмертие взял. Шикарное решение. Ну, кстати, бусы надо бы взять. 25% от хила. Почему нет? Так, ну вот инсы кто-то здесь спокойно забирает. У него вообще хорошие предметы. Бессмертие, МКБ, взгляд АЗС, вообще шикардос. У Луны проблема еще в том, что у него одна броня всего лишь. Ай-яй-яй, там чел забрал винстрик, тот, который он должен был забрать. Обида. Давай еще Рубика в 3 звезды. По красоте. Манки Кинга берет. Не, ну на такой стадии уже не грех брать имбу. Имбу брать надо. Пригодится. Поставить себе в моменте антимага, поставить себе в моменте Манки Кинга, будут кайфовать от жизни. Даже если керрить он их не будет, они будут очень сильными. Ну тоже, если Рубика в 3 звезды соберет, будет шикардос. Так, бог орк, здорово. А что за стан? Или это был слип от Медузы, волшебницы? Ой-ой-ой. Не, ну плевать вообще. Плевать вообще, просто плевать. Я бы, кстати, на его месте немного расстановку туда поменял, потому что слип это очень-очень-очень неприятная тема. Это время просто. Это просто время. Из-за этого слипа. Мантия. Щит 5-го тира. Ну, щит 5-го тира это такое. Против Луны... Не, ну хотя на самом деле против Луны тоже неприятно будет. Плюс МК 2 звезд. Если он соберет этого МК в 3 звезды, будет вообще неприятно. Не знаю, как по мне, ЦМК лишняя. Она типа мана так не регенит. Она быстрее стычек, а не ману регенит, нежели ЦМК там что-то делает. Я бы поменял ЦМКу. Башер еще прилетел вечный. То, о чем я говорил. Не, надо поменять расстановку. ХП у него много, он может спокойно сейчас дальше сидеть в инкаме 50 плюс монет. Ну, ЦМ-ку надо убирать. Не знаю, ЦМ-ка, она бесполезная сейчас. Так, отлично, минус инсектоид. Отличненько. Просто смотрите, ЦМ-ка раз в 2 секунды регенит 15 маны. Или 10, по-моему, первого уровня. По-моему, 15. Раз в 2 секунды на регенит 15 маны, да? И вот вы предыдущую катку смотрели, то там эти ребята намного быстрее стычек нарегенили себе ману, либо, нежели ЦМ-ка хоть что-либо сделала. Там через 2 секунды у них уже фуловая мана была. Ладно. Ну вот сейчас у его Луны не хватает дамаги. Ему нужны криты. Или рапира, кстати. Рапиру можно взять, потому что у него есть бессмертие. Под рапирой вообще шикардос будет, кстати.
А, ну тут чел сам... Не поменял расстановку. Ну вот сейчас опять Медуза его в слип отправит, да? А не успела. Хорош. В этот раз он этого прям челика бога орка разорвал. Отлично. Да ЦМ-ку продавай ты уже. Ну зачем тебе ЦМ-очка, а? Не знаю, как по мне, ЦМ-ка вообще бесполезная. Хочет полных троллей себе сделать? На мужика играет. Продал себе Манки Кинга. Хорош. Такое мы одобряем. Такое мы одобряем. Это отлично. Леончик пригодится, неплохая тема. Знаете, в чем прикол? В этой игре ни одного воина. Несмотря на то, что он собрал Луну в 3 звезды довольно-таки рано, ни одного воина. Вообще. Против меня уже было бы 2-3 воина 100%. Не знаю, как это работает. Реально не знаю, как это работает. Я тоже хочу вот так вот играть через Луну. Дайте, пожалуйста, поиграть через Луну так. Можно Башер, кстати, взять. Ну, там против Риттера это, конечно, работать не будет, но против хотя бы Джаггера будет работать. Либо же вообще попробует скипнуть. Может, он найдет Кримсон. Кримсон, который будет давать ему довольно-таки хороший прирост. Двойной урон плюс скорость атаки. Ну и... Надо было духа пятерку брать. Найдет он Кримсон, либо БКБ, будет вообще шикарно. О, тоже отличный предмет. Вообще шикарный предмет, я так сказал бы. Вместо масочки, да. Ну, я не знаю, может попробовать все-таки предмет 5-го тира найти. Криты нужны. Дамаги не хватает. Дамаги не хватает катастрофически. Рубика, кстати, почти в 3 звезды собрал. Да продать ну, бесполезная фигура. Ну... Тварь на МК со своим щитом. Еще и кольцо, прикиньте, нашел 4-го тира. Какой неприятный тип. Ну, благо у него хп-регена нету никакого у этого плеера. Отлично, минус Гриттер. Если бы у него был какой-то хп-реген, он бы, скорее всего, проиграл. А так, вообще плевать. Вообще плевать. Даже дверь открыта. Вот настолько плевать. Я не понимаю, зачем ЦМ-ка. В чем прикол ЦМ-ки? Ну, Рубика 3 звезд хотелось бы увидеть. Давай Рубика, Рубика, ну. Гримтача и Рубика. Яйцо. Антимага продавай, бери яйцо. Давай. И Рубика апай. Хорош. А теперь давайте сейчас посмотрим, что Рубик стырит. Давай Дум. Дум 3-звездочный. Либо же Медуза способность. Тоже прикольно будет. Джаггер в 3 звезды там молодого. Но это не поможет тебе. У нас огромный стол. У нас и Дум, у нас и Рубик, у нас и антимаг, который порвет тебе 5-ю точку. Просто как... Ну, не, на самом деле антимаг здесь внес очень много. Вот конкретно в этот раунд антимаг внес нереальное количество импакта. Все, минус молодой. 1 хп, ну ладно. Вот 9000 у антимага и 7300 у Луны. Он сейчас тупо может антимага закерить и порвать. Или давай на мужика до конца, а? О, хорош. А чё Рубик стырил-то? Покажи, что Рубик стырил. Хочу посмотреть, что Рубик стырил. Так, расстановку делает, отлично. Ну, кстати, вот Джаггер у него слабый. От хила никакого нету у этого Джаггера. Он сейчас тупо поставит под Джаггера себе антимага и все, и порвет его. Чекайте. Сейчас чел провтыкает момент. Да под Джаггера ставь, зачем тебе надо? Ладно, чел там не тупой, так скажем. Без обид, конечно, но чел там
Не тупой. О, половину всех в кекс отправил. Хорош. Так, ну антимаг здесь... Да не, должен порвать. У Джаггера никакого отхила нету, поэтому спокойно порвет. Да, спокойно порвет. Тут... Да, все, изи. Но давайте отдадим ему должное. Играл на мужика до конца через луну. Тупо лайк. Что за фриз? Это что такое? А что это только что было? Что это за фриз был? Слабый Джаггер там. Но если бы такой Джаггер был бы третьего уровня, с хорошей крутилкой, с хорошим всем, с хорошим отхилом, было бы замечательно. Было бы шикарно. Да, это была красивая игра. Сыграл на мужика через луну. Шикардос. Очень красивая игра. Но Джаггер здесь очень слабый у него. Тупо у Джаггера никакого отхила нету. У него есть Медуза, но у Джаггера никакого отхила. Вообще. Ну, такое себе. Была бы у Джаггера маска 5-го тира, либо же хотя бы бусы хоть какие-то, было бы намного лучше. Но чего нет, того нет. Правильно? Правильно. В общем, каточка мне понравилась. Сыграл на мужика. Без антимага, конечно же, не обошлось, но в конце уже можно. Вот против таких вот билдов можно и антимага все-таки брать, да. Но это красивая игра. Очень красивая игра. Тупо лайк за нее. Но не показал в конце все-таки, что Рубик у тебя стырил. Мне очень интересно было, что Рубик стырил. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поддержать меня лайком, а также, кто не подписан, то подписывайтесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!